Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Привет, ребята! Вы тоже это видели? Тот вечер казался воплощением мечты, моментом, о котором Эйяра и Эмуай только мечтали, теперь разворачивающимся прямо у них на глазах. Когда свет сцены медленно погас и прожектор начал освещать две знакомые фигуры, сердце, казалось, на мгновение замерли. Ким Тэхён и Чон Чингук стояли рядом, словно время никогда их не разлучало. Их аура мгновенно заполнила всю арену, заставив тысячи, если не миллионы, сердец вибрировать на одной частоте. Крики, смех и вопли слились воедино, создавая настолько глубокую эмоциональную атмосферу, что ее трудно описать обычными словами. Когда заиграла музыка, все взгляды были прикованы к ним, не только из-за их невероятной внешности, но и из-за энергии, которую они излучали. В них было что-то особенное, что-то более глубокое, чем просто внешность. Взгляд Чингука на Тэхёна, мимолетный, но многозначительный, мгновенно поверг всю аудиторию в состояние эмоционального смятения. И Тэхён, словно он знал, словно чувствовал каждое мгновение этого внимания, ответил взаимностью своим фирменным нежным выражением лица. Этот маленький момент мог показаться кому-то простым, но для тех, кто понимал, он значил все. Затем, когда их руки соприкоснулись, жест настолько естественный, но в то же время настолько глубокий, казалось, вся арена взорвалась. То, как они держались друг за друга, было не просто сценическим взаимодействием, а отражением связи, которая строилась годами. Ничего не было постановочным. Ничего не было преувеличено. Именно эта простота делала все таким реальным. Сердца фанатов растаяли в тепле, исходящем от этих двух фигур. Это было похоже на то, как будто они стали свидетелями истории, которая раньше была лишь плодом их воображения, а теперь оживает на их глазах. С другой стороны, небольшие взаимодействия, происходившие между сценическими моментами, только усиливали все. Когда Чингук в своей фирменной кокетливой манере легко спросил, почему Тэхён сидит на стуле, атмосфера мгновенно стала теплой и очаровательной. Тэхён невинно ответил, сказав, что сидит, потому что ему удобно, и каким-то образом этот простой ответ показался настолько честным, настолько искренним, что многие невольно улыбнулись. Это был не просто случайный разговор, а небольшой фрагмент их взаимодействия, который всегда привлекал внимание. Камеры фанатов, запечатлевшие каждую деталь выражения лица Тэхёна, еще больше подчеркнули его неоспоримое обаяние. Каждое движение на его лице, каждый взгляд в его глазах, казалось, рассказывали историю. Он был не просто красив, он обладал аурой, которую трудно описать, сочетанием нежности и мощной харизмы. Неудивительно, что многие называли его королем мимики. И в то же время присутствие Чингука рядом, казалось, дополняло все, создавая идеальный баланс энергии и эмоций. Но Чингук был не менее очарователен. Камеры фанатов, переключившиеся на него, показали фигуру, настолько живую на сцене, полную энергии, полную страсти, но все же скрывающую мягкую сторону, которая проявлялась лишь в определенные моменты. Он был воплощением золотого макне, человека, который не только технически одарен, но и обладает способностью трогать сердце других одним своим присутствием. То, как он выступал, как двигался, даже его улыбка, все казалось таким искренним и завораживающим. Когда они снова появились в кадре, исполняя песню вместе, гармония их голосов создала нечто почти сюрреалистическое. Глубокий, теплый голос Тэхёна в сочетании с чистым, эмоциональным вокалом Чингука создали настолько идеальную комбинацию, что у многих перехватило дыхание. Их синхронизация была не просто техникой, а чувством, тем, как две души могут понимать друг друга без слов. И, возможно, именно это сделало этот момент таким особенным. Не только потому, что они снова выступали вместе, но и потому, что каждая мелочь, их взгляды, прикосновения, шутки, все казалось таким живым и значимым. Это было не просто выступление. Это был глубоко эмоциональный опыт, который оставил у всех зрителей чувство связи, чувство причастности к чему-то большему. И по мере того, как прожекторы медленно перемещались, оставляя на сцене мягкие тени, еще согретые их присутствием, эмоции не утихали, они усиливались, затрагивая сердце всех, кто наблюдал за происходящим.
Ким Тэхён медленно дышал, словно пытаясь успокоиться под натиском переполнявших его чувств, в то время как Чон Чингук, напротив, стоял неподвижно, не отрывая взгляда от своего лица. Между ними возникла пауза, но именно в ней все казалось таким реальным, тишина, наполненная смыслом. В следующую секунду музыка вернулась, на этот раз мягче, эмоциональнее, словно приглашая всех глубже погрузиться в историю, которую они создавали. Тэхён на мгновение закрыл глаза, начиная петь свою партию, и это выражение лица, спокойное, искреннее и полное чувств, мгновенно разбило сердце многих. Чингук смотрел на него не просто как на партнера по сцене, а как на человека, который действительно понимал каждую ноту голоса Тэхёна. Медленно Чингук приблизился, расстояние между ними сократилось, и без слов они снова соединились в едином ритме. Не было преувеличенных движений, никакой натянутой хореографии, все просто течет естественно, как два магнита, которые невозможно по-настоящему разделить. И в тот момент многие почувствовали, что видят не просто выступление, а живую историю. Аплодисменты зрителей вновь раздались, когда Чингук слегка улыбнулся Тэхёну улыбкой, которая, казалось, скрывала за собой тысячу маленьких секретов. Тэхён ответил на его теплый взгляд, слегка смущенный, но не отводящий взгляда. Это короткое взаимодействие было мимолетным, но достаточным, чтобы вызвать в зале бурю криков и неудержимых слез. Затем наступил момент, когда их руки снова встретились, на этот раз дольше и крепче. Чингук нежно держал руку Тэхёна, словно подтверждая, что их присутствие реально. Тэхён не отдернул руку и не отвел взгляд. Он позволил моменту развиваться, давая всем увидеть то, что раньше можно было только почувствовать. На другой стороне сцены большая камера четко запечатлела все детали, увеличивая каждое мельчайшее движение, которое человеческий глаз мог пропустить. И когда их лица появились рядом на гигантском экране, реакция зрителей стала неудержимой. Некоторые закрыли лица руками от шока, не в силах сдержать эмоции, другие истерически кричали, а третьи молчали, слезы текли по их щекам. Но еще более трогательным было то, как они оставались верны себе, несмотря ни на что. Чингук со своей энергией и жизнерадостностью время от времени отпускал небольшие шутки, которые заставляли Тэхёна смеяться. Смех был легким, искренним и настолько заразительным, что им делился весь зал. Тэхён, с другой стороны, сохранял свое мягкое, но сильное обаяние, создавая идеальный баланс. В какой-то момент Чингук намеренно подошел чуть ближе, чем обычно, словно отвлекая Тэхёна от сосредоточенного пения. Тэхён взглянул на него с притворным раздражением, но улыбка на его губах выдавала его чувства. Это небольшое взаимодействие казалось незапланированным фрагментом реальной жизни, и именно это сделало его таким ценным. Затем музыка достигла кульминации, и их голосы слились в настолько мощную гармонию, что, казалось, сотрясли всю комнату. Тэхён и Чингук стояли рядом, исполняя заключительный куплет с таким волнением, словно вкладывая в каждую ноту все, что чувствовали. Ничего не скрывалось, ничего не пряталось. Когда песня закончилась, на арене воцарилась короткая тишина, которая затем сменилась оглушительными аплодисментами и ликованием. Тэхён на мгновение опустил голову, пытаясь сдержать слезы, которые вот-вот должны были потечь, а Чингук смотрел на него с мягким, понимающим выражением лица. Этот момент казался таким интимным, таким личным, даже несмотря на то, что за ним наблюдали тысячи людей. Затем, не говоря ни слова, Чингук нежно похлопал Тэхёна по плечу, простой, но значимый жест. Тэхён поднял голову и улыбнулся, улыбка, возможно, не идеальная, но именно это и делало ее такой настоящей. Они еще раз обменялись взглядами, словно подтверждая, что действительно пережили этот момент вместе. Время словно замедлилось, когда они начали идти к краю сцены, но их шаги оставались синхронными, как будто они не хотели расставаться в этот момент. Каждое движение было наполнено той же энергией, той же связью, которая крепла всю ночь. Во время их пути Чингук оглянулся на Тэхёна, словно что-то осталось незавершенным. Тэхён ответил тем же взглядом, и на одну короткую, но значимую секунду мир словно остановился для них двоих. Камера снова показала их лица с другого ракурса, раскрыв другую сторону их эмоций.
Это было не просто счастье, но и облегчение, благодарность и, возможно, немного тоски по тому, что все наконец-то окупилось. Фанаты, ставшие свидетелями этого момента, понимали, что перед ними предстает нечто особенное. В каждом взаимодействии чувствовалась искренность, в каждом взгляде – подлинность. И именно это делало все это таким особенным. go.